Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами Киберпульс. Сегодня мы поговорим о некоторых моментах при составлении семантического ядра. 3 важных правила. Если вы планируете запускать контекстную рекламу в Яндексе или Google или заняться SEO-продвижением сайта, то первое и самое важное, что нужно сделать, это составить семантическое ядро сайта, то есть подобрать ключевые запросы, по которым будут показываться ваши объявления, а также ключевые запросы для SEO. И уже на этом этапе работы возникает множество вопросов. Сколько ключей лучше брать? Какие именно? Как разделять их по группам? Наши специалисты постоянно дают рекомендации и советы по этой теме, поэтому мы давно вывели 3 важных правила. Правило номер 1. Каждый бизнес уникален. Даже в одной тематике для одного рекламодателя потребуется рекламная кампания на 50 ключей, а для его конкурента оптимальным будет ядро из 500 слов. Объем ключей может меняться в зависимости от региона показов рекламы, сезонности, ассортимента товаров, бюджета. Поэтому, если ваши коллеги по рынку используют рекламные кампании с тысячами запросов, это совершенно не значит, что вам потребуется такой же объем. Как и в случае, если конкурент продвигается только по нескольким позициям, не стоит делать вывод, что для вашего бизнеса необходимо ограничиться таким же количеством ключей. В общем, все индивидуально. Правило номер 2. Важно качество, а не количество. Нередко встречаются рекламные кампании с огромными ядрами запросов. Такие кампании в большинстве случаев составлены некорректно, объявления не проработаны должным образом. Большой ошибкой является первоначальный сбор множества ключей. Часто к ним добавляется несколько одинаковых объявлений, и на этом вся работа с рекламной кампанией завершена. Из-за большого объема данных кампанию практически невозможно сопровождать. Крайне не рекомендуем начинать рекламу с такой стратегией. Во-первых, сбор и фильтрация множества ключей отнимает больше времени. А во-вторых, стоимость такой разработки значительно выше. Правило номер 3. Ищем конверсионные ключи. На первоначальном тестовом запуске рекламы главной задачей является выявление самых конверсионных ключей. У большинства представителей малого бизнеса нет больших средств на тестирование рекламы. К тому же, тестируются гипотезы, которые могут не привести реальных клиентов. Поэтому запуск огромной рекламной кампании не подойдет. Советуем начать с малого и при первом запуске выявить ключи и площадки, с которых вы получаете прибыль. А далее постепенно можно масштабировать кампании. Также не забывайте об использовании операторов, уточняющие запросы. Помните об этих правилах, и у вас точно получится составить качественное семантическое ядро для рекламы и SEO-продвижения. В следующем видео мы расскажем, есть ли связь между доменным именем и ростом позиций в SEO. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми получить уведомления о выходе нового видео. До связи!